Я читаю из Ветхого Завета, книга Судей Израилевых, главу 1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобою в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах, и на полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне. Имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы. И поразили Шешая, Ахимана и Фалмая. Оттуда он пошел против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириаф-Сефер. И сказал Халев: «Кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». И взял его Гафанниил, сын Кеназа, младшего брата Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафанниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказал ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. И сыны Иофоры, кинеянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудиными в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. И Иисус взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его и Екрон с пределами его. Господь был с Иудою, и он овладел горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда 3 сынов Янаковых. Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут и Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифа Вифиль, имя же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек этот пошел в землю Хиттеев и построил город, и нарек ему имя Луз,
Это имя его до сего дня. И Манассий не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегиддона и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их, и платили им дань. И Ассир не изгнал жителей Акко, и жителей Сидона, и Ахлава, Ахзивы, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса, и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались амореи жить на горе Херес, в Айалоне и Шаалвиме, но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее. Книга Судей Израилевых, глава 2. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали голоса моего. Что вы это сделали? И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова эти всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бохим, плачущее. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фамнав-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ, он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов окружающих их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно.
И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонились от пути, каким ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает голоса моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы эти, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Я читаю из книги Судей Израилевых 3 главу. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емаф. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема. И покоилась земля 40 лет. И умер Гафанаил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян, за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с 2 остриями,
длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово к тебе, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод: «У меня есть к тебе Слово Божие». Еглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Иод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие, и затворил за собой двери горницы, и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли, и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: верно, он для нужды в прохладной комнате. Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает двери горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирав. Пришедший вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им: идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших, моавитян, в руки ваши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 000 человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Я читаю 4 главу из книги Судей. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошев-Гоиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Аминоавова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Тебе повелевает Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор, и возьми с собой 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И взяла Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес,
и пошли вслед за ним 10 000 человек. И Девора пошла с ним. Хевер, киньянин, отделился тогда от киньян, сынов Ховава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у Дубравы в Цаанниме близ Кадеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошев-Гаима к потоку Киссону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару, и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы, и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Харошев-Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера киньянина, ибо между Иавином, царем Асорским, и домом Хевера киньянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет: нет ли здесь кого, ты скажи: нет». Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, царя Ханаанского. Я читаю книгу Судей, главу 5. В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами: «Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою, бряцаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Идомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафова, во дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 000 Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень,
Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь, восстань, враг, и веди пленников твоих, сын Авиноамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ, Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика, за тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона, владеющие тростью песца. И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар, так же, как и Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Ассир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим — на высотах поля. Пришли цари, сразились, тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. «Прокляните Мироз, — говорит ангел Господень, — прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина, между женами в шатрах да будет благословенна. Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сисарня сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу, по девице, по 2 девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сисари, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Я читаю книгу Судей, главу 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амалекитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и их верблюдам не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу,
И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам Я, Господь Бог ваш: не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали голоса моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гидеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гидеон сказал ему: «Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки, и положи на этот камень, и выли похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень, простерши конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гидеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом, Господь мир. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы этой в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гидеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: «Кто это сделал?» Искали, расспрашивали и сказали: «Гидеон, сын Иоасов, сделал это». И сказали жители города Иоасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иоас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его?
Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стали звать его с того дня Иер-Ваалом, потому что сказал: «Пусть Ваал стал сам судиться с ним за то, что он разрушил жертвенник его». Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Израильской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерово идти за ним. И послал послов по всему колену Манассиину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Ассиру, Завулону и Нефалиму, и эти пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукой моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как ты говорил». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть, и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Я читаю книгу Судей, главу 7. Иер-Ваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море, в долине. И сказал Господь Гедеону: «Народа с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу: пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе: не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде, и сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших я спасу вас, и предам мадианитян в руки ваши, а весь остальной народ пусть идет, каждый в свое место. И взяли они съестной припас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам, и удержал у себя 300 человек. Стан же мадиамский был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока
расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гидеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное что, как меч Гидеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гидеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадиамский». И разделил 300 человек на 3 отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубами, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана, и кричите: меч Господа и Гидеона». И подошел Гидеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гидеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бефшитты к Царере, до предела Авель-Мехолы, близ Тавафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассина, и погнали за мадианитянами. Гидеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созваны все ефремляне, и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан. И поймали 2 князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Иекев-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Зива принесли к Гидеону за Иордан. Мы продолжаем чтение книги Судей, главу 8. «И сказали ему ефремляне: зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гидеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Не счастливее ли Ефрем добирать виноград, нежели Авиезер обирать? В ваши руки предал Бог князей мадиамских, Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гидеон к Иордану, перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа: «Дайте хлеба народу, который идет за мною». Они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, царей мадиамских. Князья Сакхофа сказали: «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» И сказал Гидеон: «За это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками». Оттуда пошел он в Пенуэл,
и тоже сказал жителям его. И жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал и жителям Пенуэла: когда я возвращусь в мире, разрушу башню эту. Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч, все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Огбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали, он погнался за ними и схватил обоих царей мадиамских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоасы, с войны от возвышенности Хереса, и захватил юношу из жителей Сакхофа, и выспросил у него, и он написал ему князей и старейшин сакховских 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал: «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря: разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города, и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа. И башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города. И сказал Зевею и Салману: «Каковы были те, которых вы убили на фаворе?» Они сказали: «Они были такие, как ты. Каждый имел вид сынов царских». Гедеон сказал: «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь, если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему: «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча свое, потому что боялся, так как был еще молод. И сказал Зевей и Салман: «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гедеон, и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдовых. И сказали израильтяне Гедеону: «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гедеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне». Они сказали: «Дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в своем городе в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. Так смирились мадианитяне перед сынами Израиля, и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гедеона. И пошел Иероваал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов, и поставили себе богом Ваал-Верифа, и не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших
их, и дому Иероваалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Продолжаю чтение книги Судей, главу 9. Авимелех, сын Иероваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей, и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иеровааловых, или чтобы владел один, и вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все эти слова жителям сихемским. И склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он, брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру, и убил братьев своих, 70 сынов Иеровааловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иероваалов, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда дерева помазать над собой царя, и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествую богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали деревья смоковнице: иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали деревья виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все деревья терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревьям: если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иероваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею, и избавил вас от руки мадианитян, а вы теперь восстали против дома отца моего, и убили 70 сынов отца моего на одном камне, и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш? Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иероваалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских, и весь дом Милло, и да изыдет огонь от жителей сихемских и от дома Милло, и да пожжет Авимелеха». И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Биер, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сыновей Иеровааловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их,
и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого проходящего мимо их по дороге. Об этом донесено было Авимелеху. Пришел же и Гаал, сын Еведов, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали царя Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил: «Кто Авимелех? И что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иерваалов? И не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихемова, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху: «Умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу, и когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ним, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех, и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Меонним». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили: кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. Остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле, и донесли об этом Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на 3 отряда, и поставил в засаду в поле. И, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, 2 другие отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его сольдью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Силмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою, и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все, бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его.
Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила отломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне: женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иерваалова. Я читаю книгу Судей, главу 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьею Израиля 23 года и умер и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа, и служили Ваалам, и Астартам, и богам аморейским, арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: «Согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу: «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде, собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: «Кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». Книга Судей,
Глава 11. Иефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов. И сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь Аммонитский сказал послам Иефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возвратите мне ее с миром». Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему: «Так говорит Иефай: Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать: «Позволь мне пройти землею твоею». Но царь Едомский не послушал. И к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Едомскую и землю Моавитскую, и, пришедший к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землею твоею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иааце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Аморея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам у наследие Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сепфорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ним? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Арноне и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою,
и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу ему на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ареора до Минифа 20 городов, и от Авель-Карамиима и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаадитянина 4 дня в году. Глава 12 из книги Судей. Ефремляне собрались и перешли в Севину, и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» И собрал Иефай всех жителей галаадских, и сразился с ефремлянами, и побили жители галаадские ефремлян, говоря: «Вы, беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи Шиббалет». А он говорил: «Сиббалет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закололи у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Иефай был судьею Израиля 6 лет, и умер Иефай галаадитянин, и погребен в одном из городов галаадских.
После него был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. И 30 дочерей отпустил он из дома в замужество, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею Израиля 7 лет. И умер Есивон, и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Елон завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон завулонянин, и погребен в Айалоне в земле Завулоновой. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гиллела, пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гиллела, пирафонянин, и погребен в Пирафоне в земле Ефремовой на горе Амаликовой. Продолжаю чтение книги Судей, глава 13, стих 1. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего, и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сиею женщиною?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню: «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Маной
и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю, и невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: «Верно мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего». И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естаолом. Читаю книгу Судей, главу 14. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира, и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов, рубашек из тонкого полотна, и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадки в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова перед ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе не разгадаю». И плакала она перед ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего.
И в 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане: «Что слаще меда? И что сильнее льва?» Он сказал им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Книга Судей, глава 15. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женою своею, принесшей с собой козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она тебе будет вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между 2 хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять финамифянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне, и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама, и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мной поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его 2 новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук их. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиною толпу, 2 толпы, челюстью ослиною убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи, брошенная челюсть. И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу, и сказал: «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды, и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехе до сего дня.
И был он судьею Израиля во дни филистимлян 20 лет. Книга Судей, глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем, и убьем его». А Самсон спал до полуночи. В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у ней в спальне и сказал ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты вотчешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоде». И прикрепила их к колоде, и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь: люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленах своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу
и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своею, а в другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Естаолом во гробе Маноя, отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. Продолжаю читать книгу Судей, 17 главу. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, и сказала мать его: это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. Итак, отдаю оное тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогою, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит, из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня, и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра в год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему,
И согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Я читаю книгу Судей, главу 18. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что до толи не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову, к дому Михи, и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита, и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь, и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаю сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим в Цору и Естаол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша». А вы задумались? Не медлите пойти и взять наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна. Бог предаст ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли. И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Естаола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириафариме в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириафарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов сих есть Ефод, Терафим, истукан и литый кумир? Итак, подумайте, что сделать». Они зашли туда и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан и ефод, и терафим, и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи. Положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед.
Когда они удалились от дома Михи, жители домов, соседственных с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дана. И кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе: «Что тебе, что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего. Иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город этот находился в долине, что близ Беф-Рехова. И построили снова город, и поселились в нем, и нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан. Ионафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли, и имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Книга Судей, глава 19. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его, и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня, они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили, и сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра поранее встанете в путь ваш, и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов, и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился, и сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем».
Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он рядом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской, и сказал старик: «Куда идешь? И откуда ты пришел?» Он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И вел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои, и ели, и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал: «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь, девица, и у него наложница. Выведу я их. Смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари, и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем». Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Пришедший в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите. Я продолжаю чтение книги Судей из Ветхого Завета, главу 20. «И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господа в Массифу. И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы, и собрание народа Божия 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: «Скажите, как происходило это зло?» Левит,
Муж оной убитой женщины отвечал и сказал: «Я с наложницей моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову, и восстали на меня жители Гивы и окружили из-за меня дом ночью. Меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». И восстал весь народ, как один человек, и сказал: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой, и вот что мы сделаем ныне с Гивою: пойдем на нее по жребию, и возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, по 100 от 1000 и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле». И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: «Какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых. И собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 000 человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. И из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все они, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 000 человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И встали сыны Израилевы поутру, и расположились станом возле Гивы. И выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы, и положили в тот день 22 000 израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы, и плакали перед Господом до вечера, и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 000 человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали перед Господом и постились тот день до вечера. И вознесли все сожжения и мирные жертвы перед Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег завета Божия находился там, и Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова, предстоял пред ним. «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал: «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день, и стали в боевой порядок перед Гивою, как прежде.
сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна ведет к Вифилю, а другая к Гиве полем, и убили до 30 тысяч из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: они падают перед нами, как и прежде. А сыны Израилевы сказали: побежим от них и отвлечем их от города на дороги. И все израильтяне встали с своего места и выстроились в Ваал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 тысяч человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажающих меч. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила, и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили с засадою условленным знаком к нападению поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и поверг израильтян до 30 человек, и говорили: опять падают они перед нами, как и в прежние сражения, тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Менухи, и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина 18 тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся оборотились и побежали к пустыне, к скале Риммону, и побили еще израильтяне на дорогах 5000 человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2000 человек. Всех же сынов Вениаминовых, падших в тот день, было 25 тысяч человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся, и убежали в пустыню к скале Риммону 600 человек, и оставались там в каменной горе Риммоне 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым, и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все находившееся на пути города, сожгли огнем. Продолжение чтения книги Судей я читаю теперь 21 главу. «И поклялись израильтяне в массифе, говоря: никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество. И пришел народ в Дом Божий, и сидели там до вечера перед Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. И сказали: Господи Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли всесожжения и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы: кто не приходил в собрание перед Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти. И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали:
ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших? И сказали: нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господа в Массифу? И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 000 человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря: идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин, и детей. И вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию. И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужского, и привели их в стан в Силоам, что в земле ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского. Но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества: что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина? И сказали: наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину. И сказали: вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля, и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Левоны. И приказали сынам Вениамина и сказали: пойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждый жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны. Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда, каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым.